Как говорил Воланд, человек смертен. Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен. Вот в чем фокус. 5 ноября 1796 года Екатерина II проснулась рано утром, выпила чашечку кофе и пошла в уборную, где ее и хватил паралич и, возможно, судорожный приступ, в результате которого она к тому же вывихнула ногу. На следующее утро, не приходя в сознание, она скончалась. Так закончилось правление Екатерины II, и на смену ей пришел ее не очень-то любимый сын Павел. Павла I зачастую преподносят нам как неадекватного человека. Однако посмотрите сами на его судьбу. С самого рождения императрица Елизавета запрещает ему видеться с матерью, а мать, будущая императрица Екатерина II, вынашивает планы по устранению собственного мужа, просит на это деньги у английских послов, и кто знает, может, именно благодаря ей в горле императрицы Елизаветы оказался посторонний предмет. Потом императрицей становится уже его мать, и тут же, практически на его глазах, убивает его отца, собственного мужа. После этого отстраняет Павла куда подальше и вообще воспринимает как чужого, а к власти готовит своих внуков в обход сына. А что делает Павел, когда приходит к власти? Первым делом выказывает уважение к отцу, хоронит Екатерину рядом с ним, как мужа и жену, и посмертно одевает ему корону. Это показывает, как уважительно он относился к отцу. Да и к матери тоже. Вот кем-кем, а плохим человеком Павел точно не был. Все его действия были направлены на процветание народа. Судите сами. Он ввел человеческие условия для крепостных. Он запретил продавать людей без земли и разделять семьи при продаже. Отменил многие повинности и подати. И даже дал право казенным крестьянам записываться в купечество и мещанство, то есть фактически становиться свободными людьми. С другой стороны, он снова ввел телесные наказания для знати и вообще провел много реформ, возвращающих знать с небес на землю. Вот бы нам сейчас так. Через 2 года после своей коронации Павел стал 72-м великим магистром Мальтийского ордена. Но о масонстве и тайных обществах мы еще поговорим отдельно. А сейчас, чтобы не отходить от основной линии рассказа, откатимся чуть-чуть назад, примерно за 6-7 лет до смерти Екатерины II. Примерно за 6-7 лет до смерти Екатерины II во Франции вспыхнула революция. Хотя, если говорить честно, то революции и гражданские войны в те 10-20 лет вспыхивали по всему миру. Начиная от восстания Емельяна Пугачева, французской революции и войны за независимость США, гражданская война в Голландии, восстание Костюшка в Польше. Все они вспыхнули плюс-минус в одно десятилетие. Таким образом, к началу 1790-х годов Европа уже горит в пламени французской революции. А куда делась чума? Только что ведь была тут. Кончилась? Но неважно. Незадолго до этого Емельян Пугачев поднял восстание с именем Павла I на руках, обещая в случае победы передать власть ему. И очень может быть, что Екатерина II также умерла не естественной смертью, а с помощью утреннего кофе. За 4,5 года Павел проводит целый ряд революционных реформ, мало чем отличающихся от реформ французской революции. Накладывает строжайший запрет на женское правление. Видимо, с детства насмотрелся на стиль правления Елизаветы и Екатерины, на дрязги, сплетни, измены, заговоры и убийства.
вводит строжайшую дисциплину в армии и готовится вместе с Наполеоном идти в Индию, где в этот самый момент Англия устраивает геноцид и беспредел. И в этот момент на него совершается покушение. Кстати, третье по счету всего за 4,5 года правления. На этот раз, к сожалению, успешное. «12 марта 1801 года к власти приходит его сын Александр I. И вновь, как и многие его предшественники, он не мог не знать о насильственной гибели своего отца. Его поступки в течение всей жизни носят характер каких-то импульсивных метаний из одной крайности в другую. Сначала решил вступить в войну против Франции в угоду Англии. Затем, после подписания Тильзитского мира, встал на ее сторону, но тем не менее втихушку все равно торговал с Англией. В конце концов Наполеон напал на Россию. В этом нападении много странного. До сих пор не ясно точно, зачем Наполеон это сделал. Почему пошел не на Петербург, столицу, а на Москву? Почему Москва была сдана? Много загадок, много исследователей, много версий. И я не буду пока лезть в эту кашу, однако есть несколько моментов, до сих пор недостаточно освещенных среди альтернативных исследователей. Первый нюанс – это направление движения. Конечно, об этом говорят много. Но в самом первом моем ролике, посвященном войне Петра I со Швецией, мы выяснили странный маршрут движения шведской армии, будто бы она двигалась вовсе не на захват России, а на Таганрог. А учитывая заявленные еще при Павле I намерения пройти в Индию, Москва явилась бы хорошим пунктом для зимовки огромной армии. Второй нюанс, косвенно подтверждающий подобную цель, это наполеоновские карты. Сейчас они хранятся в Испании, но в отсканированном виде их можно найти. Сравните качество исполнения этих карт с другими тех же времен. И на этих картах подробно показан юг России, включая Таганрог. Зачем Наполеону такие карты, если он собирался идти лишь на Москву? Третий нюанс, который очень мало освещен, это то, что одновременно с наполеоновскими войнами Россия ведет войну с Персией, как раз с 1804 по 1813 годы. И вроде бы мы в ней победили, но уже через год, в 1814 году, Персия заключает с Британией договор, по которому обязуется не пропускать через свою территорию в Индию войска любой страны. Подчеркиваю, войска любой страны. Что это, как не косвенное подтверждение истинных намерений Наполеона? То есть, возможно, мы действительно не собирались воевать с Наполеоном, так же, как и он с нами. Но нас интересует другое. Уже после победы над Наполеоном в 1822 году Александр вводит запрет на действия тайных обществ, в том числе масонских лож, и начинает вовсю говорить о будущем своем отречении. А через 3 года везет свою супругу якобы для лечения от брюшного тифа в Таганрог. То есть, на взгляд императора, это было лучшее место в России для подобного лечения? Тот самый Таганрог, который совсем еще недавно не могла удержать армия императрицы Анны из-за непривычного климата. Как-то непонятно получается. Значит, при Петре там климат привычный, при Анне смертельно непривычный, а уже при Александре туда едут лечиться от тифа?
Итак, Александр привез свою супругу в Таганрог, но вместо этого сам заболел и спустя 3 месяца скончался там же в Таганроге. А его супруга продолжала болеть, но спустя год скончалась и его жена Елизавета. Ходит много достаточно убедительных теорий об инсценировке смерти Александра, но ни одна из теорий не объясняет главного, почему именно в Таганроге. Ведь если вы собираетесь что-либо инсценировать, то вы наверняка тщательнейшим образом подойдете к любым деталям. Обдумайте все глубоко, со всех сторон и точек зрения, чтобы ни у кого не возникло ни малейших сомнений, верно? А значит, место действия было выбрано не случайно. Конечно, можно сказать, что Таганрог – тихий удаленный городок, в котором мало посторонних глаз и легко провернуть подобную постановку. Однако, таких городков навалом, можно было бы выбрать любой. Значит, кроме удаленности, был еще какой-то фактор, еще какой-то важный аргумент. Кроме того, это сейчас Таганрог – тихий городок. А в 17-18 веке за него дрались целые империи. Чего добился Александр, устроив свою смерть в этом городе? На мой взгляд, то решение, к которому мы должны прийти, должно быть простым и очевидным, иначе в инсценировке нет смысла. А поэтому первое, что приходит в голову, это он накрепко связал свое имя с городом. И это не пустые слова. Имя Александра I накрепко пытается связать и другие древние символы и загадочные артефакты. Например, Александровская колонна в Петербурге. То есть нарекать своим именем некие монументы, созданные, возможно, другими цивилизациями, к которым не стоит прикасаться словно охранным заклятием, это было для него или его близких нормальным. И я думаю, что это и было главной целью инсценировки своей смерти именно в Таганроге. В 1828 году Турция внезапно закрывает для нас пролив Босфор, и начинается новая война с Османской империей. Наши союзники – Франция и Британия. Тут вроде бы все ясно, кроме одного. С обоих сторон было мобилизовано почти 500 000 человек, 200 тысяч со стороны России и 280 тысяч со стороны Османской империи. По официальной статистике, за всю войну, то есть примерно в течение года, потери с обоих сторон составили убитыми 25 тысяч человек и умершими от ран 10 тысяч человек, то есть 35 тысяч человек с обоих сторон погибло в результате боевых действий. И еще 170 тысяч от болезней. Причем 110 тысяч из них приходится на русскую армию. То есть поневоле приходишь к выводу, что чума на тот момент никуда еще не делась. Просто назвалась по-другому. Тиф. Тем не менее мы победили. Прошло еще 25 лет, и нам снова объявили войну. Снова Османская империя. Но на этот раз наши недавние союзники Франция и Англия уже против нас. Война разразилась сразу на 4 фронтах – в Балтийском, Черном, Азовском и Баренцевых морях. Но основные удары наносились по Петербургу, Архангельску и Крыму. И вот с крымской частью снова разберемся чуть подробнее. И тут снова начинается странное. Нет, конечно, основные боевые действия идут в Крыму, но посмотрите на карту военных действий. Пока наши основные силы заперты в Севастополе, союзники берут Керчь и прорываются в Азовское море. Если бы задачей было взятие Крыма, то логичнее всего было бы в первую очередь отрезать его от суши, то есть захватить Керчь и Перекоп, а затем провести агрессивную осаду. Однако вместо этого эскадра прорывается внутрь Азовского моря и начинает бомбардировать прибрежные города Геническ, Бердянск, Мариуполь и Таганрог. Тем временем севернее Севастополя высаживается десант. Такую же операцию пытаются провести и возле Одессы и Очакова. Но взяв лишь крепость Кинбурн, были вынуждены отступить.
Складывается ощущение, что Азовская эскадра пытается расчистить путь десанту вдоль Азовского моря к Таганрогу. А сам десант должен был идти с двух направлений, с Одессы и Евпатории. Почему так далеко? Весь фокус в линии побережья. Азовское море очень мелкое, и крупные суда не могут подойти к берегу для десанта ближе 1,5-3 километров. А береговая полоса представляет из себя узкую песчаную полоску возле 15-метровых отвесных песчано-глиняных скал, что делает ее по сути крепостью. Тем не менее, Азовская эскадра все-таки высаживает десант и берет Таганрог в осаду. Безуспешно. В итоге десант был вынужден отступить и снять осаду. Обратите внимание еще на один странный нюанс. Попытки взять Таганрог продолжались вплоть до 31 августа 1855 года. После этого последовала осень и зима, во время которой боевые действия теперь не ведутся. А сразу перед началом новой кампании в марте 1856 года война заканчивается. То есть, можно сказать, что провал осады Таганрога повлиял на итоги войны. Тем более, что в целом войну мы вроде проиграли. Мы потеряли возможность иметь военный флот в Черном море и должны были уничтожить укрепления Севастополя. Задел на следующую войну был создан. А к власти пришел на смену недожившему до конца войны Николаю I Александр II. Однако последующие войны отодвинули границы империи дальше и пресекли дальнейшие попытки других стран завладеть странным тихим провинциальным городком под названием Таганрог, вплоть до Второй мировой войны. Кроме императоров, Таганрог чем-то привлекал и других людей, простых и не очень. Здесь устраивал свой штаб Деникин. Сюда зачем-то приезжал Есенин, Маяковский, Чайковский. Про Чехова и Фаину Раневскую говорить вообще нет смысла. Великий норвежский путешественник, историк и исследователь Тур Хейердал в конце своей жизни был твердо уверен, что скандинавские боги пришли именно отсюда, с Азова, с Таганрога. Этот маленький заштатный городок явно порождает вокруг себя какой-то нездоровый ажиотаж. Но судите сами, если Российской империи нужен был выход к морю, то логичнее было бы занять сразу побережье Черного моря, в районе Очакова, Одессы или Крыма. Однако Крым в данном случае служит скорее воротами, закрывающими доступ в тихое, спокойное Азовское море. Если нам действительно нужна торговля по морю, то опять-таки Очаков и Одесса подходят лучше. Там есть Днепр, да и к границе ближе, есть с кем торговать. А тут просто портовый город где-то в глубине России. С точки зрения Турции, тоже город вроде как не представляет интереса. Какой смысл иметь этот город со всех сторон окруженный Российской империей? С кем там торговать, кроме нас? Думаю, пора заканчивать с нагнетанием мистики и переходить к развязке истории. Но об этом в следующей серии. Друзья, никто из нас не застрахован от ошибок. И если в логике моей увидите вы сбой, то не стесняясь, четко, грамотно и без запинок, оставьте под видосом гневный комментарий свой.